Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре предлагаю обсудить сразу две очень удачных новинки от компании 7 Гц. Это супербюджетные наушники 7 Гц Aero стоимостью $15 и прекрасный ЦАП-усилитель стоимостью $149. И давайте начнем с наушников. Приходят они в небольшой коробке, здесь есть логотип компании 7 Гц и название этой модели Aero, а сзади указаны технические характеристики, и за звук здесь отвечает очень небольшой динамический драйвер диаметром 9,2 мм, чувствительность составляет 104 дБ и они получили 27 Ом импеданс. И на удивление наушники довольно непростые на раскачку, их прям таки необходимо хорошенько качнуть, чтобы они реально зазвучали. Ну а цапик приходит в не менее скромной коробке, где есть только изображение самого устройства и название, которое он получил – Artemis 39, а сзади указаны технические характеристики, и вот тут-то кроется самое интересное, так как в качестве ЦАПа здесь установлен достаточно новенький ES9039Q2M, а в качестве Bluetooth чипа используется Qualcomm 5125N с поддержкой протоколов LDAC, aptX HD, aptX Low Latency, aptX AAC и SBC, а в качестве усилителя тут уже используется микросхема ESS9603Q, и соотношение сигнал-шум составляет минус 129 дБ, что является реально отличным результатом. Ну и понятное дело, тут имеется поддержка форматов разрядностью 32 бита и 384 кГц и DCD-256. Теперь давайте рассмотрим комплектацию вот этих замечательных наушников. И здесь на самом деле все просто. Мы получаем небольшой набор силиконовых амбушюр. И вот они, наушники 7 Гц Aero с совершенно обычным и несъемным кабелем и штекером на 3.5 джек. Да, эти наушники получились очень маленькими, и их можно использовать как с прямой, так и с привычной нам аудиофилом заушной посадкой. Выполнены они из затемненного пластика и имеют небольшой, круглый и золотистый логотип компании 7 Гц на лицевой части. На внутренней части же находятся два небольших отверстия для компенсации, и можно увидеть тот самый динамический драйвер. Ну а звуковод тут очень небольшой, немного вытянутый, с защитной золотистой сеточкой сверху и бортиком для лучшей фиксации амбушюр. Ну и конечно стоит сказать, что посадка тут, как по мне, не самая лучшая, но если вы правильно подберете амбушюры и желательно возьмете другие, не те, что идут в комплекте, то, например, в моем случае с Tangzhou Sankai все отлично, как с прямой посадкой, так и с заушной, да и звукоизоляция вполне неплохая. Ну и вы сейчас точно будете удивлены, так как в комплекте с ЦАПом мы получаем всего лишь один кабель USB Type-C для подключения к компьютеру. И конечно странно, что даже никакой инструкции тут не было. Ну окей. Вот он сам цапик, в моем случае в красной расцветке и стеклянными панелями сверху и снизу. И при использовании ЦАПа загорается логотип 7 Гц, который меняет свой цвет в зависимости от формата музыки. А снизу есть большая надпись Artemis 39. И выглядит цапик, как по мне, отлично. Выполнен он полностью из металла и весит 63 грамма. Имеет батарею на 1100 мА, и вам ее хватит примерно на 8 или 10 часов прослушивания. Понятное дело, все это зависит от громкости и наушников. А тут у него спереди расположились два выхода для подключения наушников, балансный 4.4 и обычный 3.5. На балансе мы получаем 405 мВт на 32 Ома, а на 3.5 320 мВт, что тоже отлично. И, наверное, вы заметили, это небольшое отверстие, которое используется для микрофона, так как микрофоны тут встроены в сам ЦАП, и мы можем увидеть еще один тут сбоку и сзади, где находится два разъема для подключения комплектного Type-C кабеля. Этот для использования ЦАПа с компьютером, а этот уже для зарядки ЦАПа. А тут расположены основные кнопки управления. Это регулирует громкость и позволяет изменить фильтр ЦАПа. С помощью этой мы можем переключать
треки назад-вперед, а это кнопка питания, дублирующая функцию Bluetooth и переключение ответа на вызов. Ну и из интересного, если удерживать кнопку плюс, то мы полностью отключим звук, в то время как кнопка с минусом удерживается для переключения между 8 фильтрами ЦАПа. И одновременное нажатие кнопок плюс и минус в течение 2 секунд включает режим линейного выхода. Ну а что касается звука, то этот аппарат определенно прекрасен во всем, как и в показательной техничности, так и в натуральности и достоверности всех тембров. И как по мне, со всеми наушниками, что я его прослушал, я пришел к выводу, что он особо ничего и не вносит звук, и старается играть максимально точно, аналитично и мониторно. Впрочем, оно и не удивительно, ведь это именно то, что я жду от любого современного транзисторного ЦАП-усилителя. Тут вам и отличный мощный и текстурный бас, если ваши наушники имеют его, и шикарная подробная серединка, и поистине прекрасная проработка высоких частот с детальностью, прозрачностью и со всеми послезвучиями и шлейфами. То есть этот ЦАП, как и другие, позволяет вам слышать все эти моменты при условии, что ваши наушники действительно могут показать это. Да и со звуковой сценой тут полный порядок, что, впрочем, тоже ожидаемо, и вообще я ни разу не встречал за последнее время ЦАП-усилитель, который бы портил звуковую сцену. Если проводить прямые и даже слепые тесты, сравнения, то сразу понятно, что скорее всего это небольшие фантазии, байки аудиофилов. Ну а я вам говорю как есть. И надеюсь, моя аудитория, которая в теме и имела опыт прослушивания разных ЦАП-усилителей, понимает, о чем я. А теперь давайте немного поговорим о звучании наушников 7 Гц Aera и начнем с их тюнинга, который у них выполнен для всех нас уже в знакомом стиле. Это Harman настройка с усилением низких частот на 13 дБ, что очень даже немало, и с большим усилением мидбаса. И это я, кстати, очень даже одобряю. А после все плавно переходит к области середины. Нижняя серединка тут более весомая, чем должно быть, но звучит это хорошо и не портит вокал в случае этих наушников. Ну а после мы видим уже знакомый нам акцент на области верхней середины со смещенным пиком на 4 кГц. И что удивительно, для такой крохотной динамы нам сюда даже и высокие частоты завезли, причем далеко не простенькие, как могло бы быть, с хорошей продолжительностью и небольшим акцентом в виде пика на 13 кГц для усиления атаки тарелочек и добавочного воздуха с прозрачностью. Учитывая, что это очень бюджетные наушники, то это реально очень крутой результат. Но давайте по порядку. Низкие частоты тут меня прям удивили. Для такого небольшого драйвера это прям очень круто. Они убойные, глубокие, очень массивные. Я бы даже сказал, что это смело около басхедные наушники с неплохо выделенной на удар атакой и очень плавным затуханием. И бас здесь прям чувствуется, что максимально раскрепощен и не ограничен. И я бы сказал, что здесь даже больше будто акцент на сабас смещен. Мидбас же тут чуть менее очерчен. Зато сабас прям наваливает только в путь. Еще бы вот текстурность и прозрачность подтянуть, и было бы вообще супер для наушников с такой небольшой стоимостью. А вот серединка тут интересно подается. Тепло с отличным эффектом присутствия вокала, с хорошо сохраненной энергией и драйвом, поэтому наушники точно не звучат как-то сухо, скучно и безжизненно, а наоборот, подача тут веселая, задорная, да и бас тут хорошо компенсирует область верхней середины, за счет чего она не вылезает вперед всего остального и не старается перетянуть все одеяло на себя. Удар малого барабана тут не стреляет вам по ушам каждый раз, и это меня радует. Поэтому такой тон подачи я одобряю. Наушники звучат очень тепло и по-настоящему уютно, будто вы прослушиваете их, греясь у камина, очень холодной зимой. И это первое, что мне пришло в голову, когда я их стал слушать. И обратил внимание на эту теплейшую и при этом очень увесистую, подробную и нескучную серединку с неплохой прозрачностью и количеством воздуха, причем такого, знаете, умеренного в количестве. Я бы сказал его ровно столько, сколько необходимо, чтобы наушники звучали более натурально и естественно в этом диапазоне, без излишней добавочности в звук от себя. И это действительно важно, и то, на что я обращаю внимание при прослушивании всех наушников.
А вот высокие частоты вполне себе тут уверенные получились. Есть и достаточная прозрачность, и какая-то неплохая аналитика. Конечно, не уровня топовых гибридов, но тем не менее, все эти аудиофильские моменты с прослушиванием послезвучий и выслушиванием, кто кашлянул в последнем ряду, тут наушники не скрывают и вполне себе все это доносят достоверно, причем даже с неплохой детальностью тарелок и перкуссий. Но все-таки, если взять в целом, то подача тут больше получилась ближе к музыкальной. Сюда бы вот еще технику завести более явную, и было бы просто замечательно. Но зато тут нету никакой излишней яркости и сибилянтов, и наушники доносят этот диапазон приятно, и самое главное, что слушать их можно долго и без утомления. А вывод по динамическим наушникам 7 Гц Aero и ЦАП усилителю 7 Гц Artemis 39 у меня получился таков. Aero — это очень хорошие и супер бюджетные динамические наушники, которые замечательно подойдут для любителей теплой и мощной басовитой подачи. А вот ЦАП уже по-настоящему солидно звучащий аппарат высокого уровня для истинных аудиофилов. Здесь вам и Bluetooth, и встроенные микрофоны, и новенькая Sabra с просто прекрасным нейтральным и аналитичным звучанием и огромным запасом мощности, что хватит даже для тяжелых планарных наушников. Ссылка на покупку наушников и этого цапика находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не забывайте ставить лайки и писать ваши комментарии. Спасибо всем за просмотр. С вами был IC Genius. Всем удачи и пока.